Друзья, всем привет! С вами Андрей и это канал Техноподбор. Сегодня я расскажу о трех классных, крутых, отличных смартфонах до 15 тысяч рублей, а также мой личный рекомендацион. Погнали! Начну с новинки 2022 года – Poco M5. Сразу стоит отметить, что Poco позиционирует себя как молодежный бренд. Смартфон представлен в трех различных цветах. Задняя крышка выполнена из текстурированного пластика. Смотрится круто, а главное, что это очень практично. На экране уже установлена защитная пленка. В кнопку питания встроен датчик отпечатка пальцев, а для тех, кто продолжает пользоваться проводными наушниками, в M5 предусмотрен вход для мини-джека. Экран IPS высокого разрешения с частотой обновления 90 Гц, яркость 500 нит, позволяет комфортно пользоваться смартфоном, даже когда солнце бьет прямо в экран. Что касается автономности, то есть два момента. С одной стороны, в смартфоне установлена хорошая батарея на 5000 мАч, а также энергоэффективный процессор, что позволяет комфортно использовать Poco M5 1-2 дня. С другой стороны, блок питания всего на 18 Вт, и чтобы зарядить устройство от 0 до 100 нужно 2,5 часа. Это, конечно, недоработка. Можно смело заявить, что Poco M5 это игровой смартфон, пусть бюджетный, но игровой. В нем установлен процессор Helio G99, никаких лагов, зависаний и тротлинга. Если вы поклонник игр, то этот смартфон придется вам по душе. В смартфоне используется довольно простая система камер. Основная камера это модуль на 50 мегапикселей и два ассистирующих модуля по 2 мегапикселя. Один отвечает за глубину в портретной съемке, а другой нужен для макросъемки. Нужно сказать, что качество фото довольно среднее. При хорошем освещении качество фото гораздо лучше, но в темное время суток, если и снимаете, то лучше это делать со штатива. Следующий смартфон в нашем обзоре Xiaomi Redmi Note 11. Задняя панель выполнена из шершавого матового пластика с легким намеком на Soft Touch покрытие. На выбор есть три варианта цвета, все очень строго и лаконично. Экран у Note 11 очень крутой, с высоким показателем плотности пикселей AMOLED дисплей. Частота обновления, внимание, 90 Гц. Тут Xiaomi прям постарались, молодцы. Также автономность у Note 11 на очень хорошем уровне. Аккумулятор на 5000 мАч вместе с энергоэффективным процессором позволяет пользоваться устройством до 2 дней, без подзарядки. Единственный недостаток – отсутствие блока зарядки в комплекте. В плане производительности можно сказать, что смартфон способен выполнять любые повседневные задачи. Процессор Snapdragon 680 справляется с этим на отлично. Но что касается игр, тут придется либо запускать не самые требовательные, либо сбросить настройки до минимума. Снимает Note 11 очень неплохо для смартфона среднего ценового сегмента. В нем установлен основной модуль на 50 мегапикселей. При хорошем освещении получаются очень достойные фотографии. В темное время суток при использовании ночного режима и штатива тоже можно получить неплохие фото. Друзья, а я напоминаю, что если вам нужна помощь в выборе бытовой техники, обращайтесь ко мне, ссылки будут в описании. Продолжает наш обзор Infinix Note 12. Отметим, что этот смартфон позиционирует себя как конкурент Xiaomi и Samsung. Давайте проверим, правда ли он так хорош. Смартфон представлен в нескольких цветах на выбор. Задняя крышка выглядит очень прикольно, особенно глянцевая подложка под шайбой с камерами. Может это, конечно, не очень практично, зато выглядит круто. Также отметим, что с завода на экране наклеена пленка. Тоже плюсик. В Infinix Note 12 установлен яркий AMOLED дисплей высокого разрешения с широким цветовым спектром. Частота обновления, правда, 60 Гц, а так хотелось 90. Я понимаю, что это бюджетный смартфон, просто замечтался. По автономности можно сказать, что все примерно так же, как и у конкурентов. Батарея на 5000 мАч. Не очень жирающий батарею процессор дает возможность пользоваться устройством до 2 дней. Но внимание, в отличие от конкурентов, у Infinix Note 12 есть в комплекте зарядка на 33 Вт и заряжается он до 100% чуть больше часа. Круто, правда? Производительность устройства на высшем уровне. Здесь установлен процессор Helio G99, как и у Poco M5. Плюс быстрая оперативная память на 8 ГБ. С уверенностью можно сказать, что это игровой смартфон, который справляется даже с самыми требовательными играми. Ребята, и это за 13 тысяч рублей. Просто космос. Камеры в Infinix Note 12 очень достойные. Основной модуль это система из двух объективов 50 и 2 мегапикселя. Микромодуль отвечает за эффект боке при портретной съемке.
Фронтальная камера – это модуль на 16 мегапикселей, дающий стабильный результат. У Infinix довольно неплохое приложение камеры, есть все нужные режимы, включая режим ручных настроек. Обратите внимание на режим коротких видео, предлагающих клиповый монтаж, звуковую дорожку. Для социальных сетей и тиктоков зайдет только так. Лично у меня к камерам нет никаких вопросов, но Note 12 делает очень качественные фото как при хорошем, так и при ограниченном освещении. Есть возможность записи видео Full HD при 60 fps. Вообще этот смартфон просто топ за свои деньги. Единственное, чего ему не хватает, это экрана 90 Гц. Но думаю, что в следующих версиях устройств этого бренда ситуация изменится. Как вы думаете, это конкурент Xiaomi и Samsung прямо сейчас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я свой выбор сделал. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем пока.